попробуем взять интервью у еще одного спортсмена российской сборной, Максима Шейко, двукратного серебряного призера чемпионата Европы. Максим, привет. Приветствую. Слушай, говорят, что спортсменам, вес которых больше 100 килограмм, дают более лучшие номера. Это правда? Нет. Ну смотри, какие. ЖК огромный. Уровень хороший. Ну-ка. Сегодня мы возьмем следующее интервью у одного из сильнейших спортсменов нашей сборной Максима Шейко, мастер спорта международного класса, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, победитель первенства мира среди юниоров. Очень серьезный спортсмен, который поднимает стабильно большие килограммы. Я не знаю уже какой год ты набираешь сумму за 400. Хотелось бы... Девятый? Да. Да, это серьезно. Ну, у нас программа такой, мы в основном берем какие-то методические такие рекомендации, но я с тобой знаю, что ты очень интересная личность, я с тобой бы хотел бы еще рассказать. Ты спортсмен, который весит больше 100 килограммов, всем было бы интересно узнать, какие у тебя вот максимальные результаты там, в тягах, в приседаниях, потому что они бывают у таких спортсменов, как ты, удивительные. На самом деле тяги, приседания практически никогда не делаю максимальные веса. Если так сказать, что интересно, то приседания, ну что, на плечах, на груди, или так и так? Ну, на плечах или на плечах я самого много приседал 270 на 5 раз. То есть, 270 на 5? Да, 275, а как-то на 4 приседал, 280 на 3. То есть я больше 280 не подходил никогда. Ну, я думаю, что ты просто не подходил, я думаю, ты больше бы присел. Ну, 300, понятно, что присел, может, на раз, на два. Ну, зачем, не было необходимости. Понятно. А тяга у тебя как? Ну, тягу подходил как-то 300. Несколько раз делал. Делал, да? Да. Ну, то есть ты больше внимания уделяешь на классику, на технические какие-то конечно. параметры? То есть, ну, в тяге сделал бы 310-315, может быть. Ну, а для чего? Может, не силовой То есть ты этим не занимаешься, да? Нет, как бы. Я в основном делаю тяги и приседания то, что необходимо для толчка. Вот мне надо толкнуть там 225. Вот я и работаю тяги, приседания 220, 225, 30, там, ну, до 240. То есть, ну, больше не имеет смысла. То есть, понятно, допустим, даже сейчас, если нужно мне присесть, там, 270, там, на раза 3, я их, понятно, присяду. Но у меня может там что-нибудь заболеть, там колени, там, допустим, поднывает где-то там что-то. Я понял, да. Поэтому мне это... Зачем этот риск нужен? Зачем, да, он как бы и так присутствует. Мы тоже на тренировках тоже стараемся как можно меньше убрать риски. Вот конечно, скажем, годом я же не молодею. Поэтому нужно и так травмы преследуют. Те, которые накопились, они периодически обостряются. И нужно минимизировать, то есть, эти вот моменты. То есть, если травмируется, то уж лучше на соревнованиях. То есть, согласен. А там уже можно и подлечиться. А еще вот такой вопрос. Я до тебя брал интервью у Акулова, у Чена, и спрашивал, потому что у каждого своя методика, каждый видит свою подготовку в определенном ключе. Некоторые спортсмены делают ставку на физику, некоторые на технику, некоторые там на рывок. Волос Марчков, у него практически вся ставка была на рывок, а в толчке уже там подобрать максимальные килограммы. Я наблюдаю за тобой, вижу, что ты, конечно, такой, ну, ближе к лове? Нет, ну почему как ближе к лове? Ты и толкаешь, и рвешь, и толкаешь. Нет, слушай, что мне тоже в основном, у меня тренировки построены ближе к технически, на рывке, да. В основном с рывком связано, да. Это так. Ну, конечно, рывок Вова это регбировый рекордсмен, Владимир Смачков. Поэтому его показатели в рывке колоссальные. То есть ты свою методику ставишь в основном на техническую сторону какую-то? Не, да? ну конечно, в основном, как бы, чтобы рвать, надо рвать. То есть я обязательно подчеркиваю, включать как можно чаще рывок без лямок, потому что без этого никуда. То есть если ты рвешь только с лямками, то и когда лямки убираешь, это, как правило, начинает ощущаться. Если ты почаще рвешь без лямок и с лямками чередуешь, то никакого дискомфорта в принципе не возникает. Вот. Отношение в тренировочном цикле, когда ты в подготовительном периоде, соотношение классического рывка классического рывка и физических упражнений, например, тяг, что ты больше упор делаешь? То есть, как часто ты делаешь физику, там, тяги делаешь, подсобные упражнения, или рывок только перед соревнованиями у тебя, или ты в основном свои тренировки насыщаешь рывком? Рывок у меня 3 раза в неделю. 3 раза в неделю. Бывает. Ты часто классику делаешь? Да, классику делаю часто. Бывает, то есть на сборах у нас двойные тренировки, понедельник, среда, пятница. То есть рывок у меня может быть
до 5 раз в неделю. Рывок классический или подсобный, там свиса, сплинтов, комбинации Ну, какие-то. неважно, там, с плинтов там как бы комбинируешь, с помоста рвешь, там, без лямок рвешь, ну сам факт, Вот, что вот или- мы, например, я, например, с своего спортсмена, я стараюсь классически не рвать в подготовительный период. Мы рвем там с виса, с плинтов, либо рывок, если с помоста, то в комбинации в основном там, с с тягой. помоста. В основном с помоста. А То ты есть именно с помоста классический рвос. в основном с помоста, конечно, включаю периодически так, для разнообразия рвочек с плинтов, чуть-чуть свиста, небольшие веса, ну, отрабатывать вторую фазу. Но в основном, то есть выше колен рывок с плинтов не делаю принципиально, потому что, как правило, в этом упражнении убираешь плечи рановато и получается мах. То есть он, в принципе, продуктивный, ну, в моем случае, по крайней мере, не говорю про других, про всех, в моем случае. И нужно делать то, что максимально приближено к соревновательному упражнению. Поэтому рывок он делает ниже колен, то есть с плинтов ниже колен и с помоста. И желательно и периодически без лямок. Просто здесь в Сочи я чаще рвал без лямок, но очень уж жесткие грифы, поэтому... Мне просто я смотрю, мне, как бы сказать, нравится, как ты работаешь. Я вчера очень скоростное движение. Заканчиваешь таким хлестким скоростным движением, то есть именно так, как вот мое видение рывка, скажем так. Ну, немножко все равно, я смотрю, вот даже видео, то, что снимали, Мгм. то есть вижу, что немного недоупрямлялся. То есть рановато уходил по нее чуть-чуть. Я чувствовал, что что-то не то, а вот на видео увидел, что когда показал, что немного нужно было еще повыше. А так, конечно, это наработка. Отлично. Отвлеченный немного вопрос. Я сейчас в сборной снимаю периодически у наших лидеров интервью, Акулов, Чен. Ты следующий хочу Малигова снять, Купцова, Петрова ну, всех более-менее так ребят хочу снять. Ты сам бы интересно, ты бы чье хотел бы увидеть интервью? Чье мнение тебя бы интересовало? Меня? Да. Честно. Из нашей сборной и вообще. Смотрите, там, что скажет Тимур, Наня. Как бы они, ну, понятно, что в жизни мы друзья, помост это помост. То есть мне было Тимур Нанев. Тимур, Из нашей сборной, да? конечно, Давид то, что скажет, там, Тяжей послушал. Давид интересный собеседник, очень интересная личность. Поэтому- Это Давид Биджанян и Максим Шейко, это основные мои соперники в игре в теннис. Вот мы еще хотим, потом с тобой сыграем. Кстати говоря, мы с Давидом родом с Приморского края, и мы родились с ним буквально в 20 минутах езды друг от друга, 20 километров. Там. То есть На он- самом востоке нашей страны. Он, да, он с Большого Камня, в Большом Камне родился, я в Шкотово 17, то есть два города прям рядышком, сейчас Фокин называется. И оттуда мы и пошли в школу тяжелой атлетики, и все, и в итоге вот оказалось, что я из Харьковской области, а он оказался в итоге в Старобольском крае. Ну, и еще и в одной категории так и выступаем, представляете? Из не наших спортсменов, кого ты хотел посмотреть? Лашу Талакладзе. Лаша, интересно. Это не только штангисты, да, то есть непосредственно там наши специалисты, а Ну, люди любители. из кроссфита, из пауэрлифтинга и много вопросов задают. Молодые спортсмены смотрят. Что бы ты посоветовал? Совет от Максима Шейко вот, спортсменам, которые вне сборной, какой-то вот может, либо методика, либо какая-то мотивация, вот что. Методика. Я могу сказать, что методика подготовки спортсменов любого уровня, на самом деле, любителей, профессионалов там, или полупрофессионалов, она на самом деле, она у всех абсолютно разная. Всем одна методика никак не подойдет. То есть все люди разные, подход абсолютно ко всем разным. И нужно просто находить какую-то золотую середину. То есть это задача тренера, непосредственно наставника, который у вас, конечно, с вами работает. Я думаю, что тренера должны смотреть и нужно в первую очередь слушать тренера. Это в основном то, из-за чего я во многом снимаю вот эти интервью. Я хочу показать и сказать, что нельзя в интернете, под видео, там, комментариях писать, да, это там дурак, это то-то сказал, этот дурак, это то-то сказал. Нет.
У каждого своя методика, каждый делает ставку на определенную составляющую, там, на свою сильную сторону. Как боксеры готовятся, один делает ставку на выносливость, другой на удар. Одна команда футбольная делает ставку, там, Барселона, на качество пасов, там, да, там, удары там, какие-то. Кто-то на выносливость делает, кто-то... Ну, просто, если так, например, привести то, что я хотел сказать, принятие тяжелой атлетику, вот, например, допустим, два человека, один очень техничный, но слабоватый, другой очень сильный, но технически отстает. Поднимать примерно одинаково. Зачем тренировать, допустим, двоих спортсменов по одной и той же методике, допустим, ну, на физический показатель? Если у него техника отстает, он будет сильнее становиться, но тот, который физически, но технически преобладает, он его выиграет в итоге. Поэтому этому нужно, наоборот, больше работать на технику, а этому, который послабее. Это индивидуальная работа тренера. Конечно, то есть в любом случае тренера же, это же их, грубо говоря, хлеб, они смотрят, они присматриваются. Я думаю, что главная задача, то есть работать не по какому-то методике, там, которую вы учили в интернете. Основная задача слушать своего тренера-наставника. Это основная задача, конечно. Ну, и он, для этого и тренер-наставник должен быть определенного конечно, уровня. конечно. Однозначно. Каждый тренер свой уровень определенный, который он постоянно тоже стремится повышать. И в любом случае они должны тоже расти вместе с спортсменами. Максим, хотел я еще тебе задать интересный вопрос. Я думаю, всем нашим зрителям будет интересно. Я в начале интервью сказал, что ты интересная личность. Насколько нам известно, у тебя был период, когда ты немножко отошел от спорта и имел возможность поучаствовать в городской жизни и в своем городе. Ты был, я так понял, и депутатом городского собрания, потом тебя назначили директором департамента городского муниципального. Это так? Расскажи вот про этот период, это интересно. На самом деле не совсем так. Депутатом я не был. Я просто, это было еще далеко в 2014 году. То есть я баллотировался, конечно, как по спортивной направленности, то есть именно развитие спорта была цель. Но сама эта должность, не должность, скажем так, этот мандат, он мне не был необходим, потому что у меня просто, имея тренировки, у меня не было времени совещаться, ничего. То есть, потому что это было только сделано для развития спорта. То есть депутатом я не был. Вот. А что касается именно моего... Но ты пошел, ты выбрался, да, и отказался Ну, сам. конечно, то есть в пользу другого человека, который, допустим, будет развиваться. Да, на самом деле я был не руководителем департамента, у нас не департамент, у нас немножко статусом пониже, управление. Управление физкультуры и спорта. Департамент это бывает при министерствах, там, ну, либо министерство, либо департамент, как всех по-разному называют, в каждых регионах. Вот, работал руководителем, начальником управления по физкультуре и спорту Хомского городского округа. Работал год. Ну, сначала, конечно, сомнительные мнения по этому поводу. Был спортсменом, а тут как бы будет руководить. И не просто руководить, а в подчинении там более 250 человек. То есть, как бы это же, скажем так, ответственность. В любом случае. Это 250 человек работников департамента или вместе со спортивной школой? Вместе со спортивными школами. Вместе с коллективными спортивными школами? Вместе с централизованной бухгалтерией при управлении и 10 спортивными объектами. То есть у нас все получается, что детская спортивная школа, она немножко реди. То есть на сегодняшний день, я думаю, есть такая возможность. Образование позволяет. Как раз, получается, закончил специалитет по направленности с физической культуры и спорта. Вот. И второе у меня было высшее образование менеджер профессионального спорта. То есть именно как раз менеджер, то есть управление, грубо говоря. А вот сейчас ты снова в спортивной карьере, а ты планировал бы вернуться вот в эту стезю, в муниципальные служащие, в администрацию? Там? В администрацию, либо в министерство спорта. То есть мне это очень понравилось, очень интересно. На данный момент я учусь на 3-м курсе государственного муниципального управления. То есть 3-е образование получаю. Вот. Осталось учиться буквально год. Я думаю, что закончу, а там посмотрим. Конечно, еще в идеале бы получить научную степень. Ты знаешь, а я вот здесь с тобой бы поспорил. Я 12 лет поработал директором школы муниципальной в городе Сочи. Да? 6 лет поработал в управлении образования директором школы. Большая комплексная школа у нас была 4-я. И 5,5, почти 6 лет при департаменте спорта. Много можно, волокиты не нужны. Желания вернуться, как у тебя, нет у меня. Это первый вопрос. И второй момент.
то, что ты говоришь, вот научная степень, я, скажем так, я поступил в аспирантуру, сам поступил, без всяких там взяток, без всяких этих. Соискатель сейчас? Нет, я бросил это дело, потому что я увидел, что это вообще никому не нужно. Вообще, я даже не представляю, где это могло понадобиться, и где это, даже более того, к этому относятся как-то, даже может быть не то что ревностно, как-то, наверное, даже отрицательно относятся по большому счету. Я закончил училище Олимпийского резерва с красным дипломом, институт закончил с красным дипломом, школу закончил с отличием. Этим ни разу никто не поинтересовался. Учился ты, не учился там, купил ты диплом, нарисовал. Вообще это никого не интересует. Как ты учился, двоечник, отличник. И уж твоя ученая степень, у меня тоже там знакомый стал, там у него он кандидат наук стал, там педагогических, но, скажем так, это даже не то, что никого не интересует, а мне кажется, что сейчас это вызывает даже какое-то вот отчуждение у администрации, мне так кажется. Создалось такое ощущение. Отвечая на два вопроса. Первый по работе. Да, на самом деле, бумажная работа. Когда я пришел туда, то есть мое представление о работе, оно, в принципе, было правильным. Но оно было примерно вот такое. По факту оно оказалось вот такое. Максим, ты сказал, что было много травм у тебя. У тебя есть какой-то свой секрет или какая-то своя методика выхода из состояния вот, травмированности? Ты что-то можешь посоветовать, и мне в том числе, но я тоже тренер работаю, я всегда возьму какие-то на вооружение правильные по выходу из травм, там, как к восстановлению, к лечению, что-то. Есть какой-то у тебя совет или что-то такое? Ну, что касается травм, то профессиональный спорт, сам понимаешь, без травм просто невозможен, к сожалению. Вот. Ну, кому-то везет больше, кому-то меньше, тоже опять же. То есть, и опять же зависит от методики. То есть, если, как правило, у людей, у которых чрезмерно много высоких весов, на тренировках это чревато травмы, то есть дополнительные, и изъяны в технике. То есть, поэтому нужно работать, опять же, говорю, с тренером, и как можно... Когда ты вначале заговорил о минимизации риска травм, я уже примерно понял, что ты скажешь, потому что я сам работаю именно на этой основе. Я сам составляю план, я онлайн-тренировки веду, там еще что-то такое. Ты, кстати, ведешь онлайн-тренировки? Нет? Вот, а я тоже. И я, в принципе, все планы составляю именно от минимизации травмы. Если я чувствую, что где-то вот, какая-то травмоопасность, лучше убрать этот день вообще в зал не прийти или вообще ничего не делать, чем шаг назад делать. Про травму могу сказать, то, что в зависимости от, во-первых, класса спортсмена, периода подготовки и какой-то период, то есть соревновательный, если ты уже соревновательный, то есть там уже деваться некуда. То есть ты должен сделать все максимально для того, чтобы ты мог работать. И, естественно, терпеть. То есть выступишь, потом ты уже будешь лечиться, что хочешь делать. А если, допустим, до соревнований еще очень большой период, скажем, там полгода, например, а ты, допустим, в течение первого месяца уже получил какие-то травмы, и ты пытаешься дальше набирать форму, это, я считаю, неправильно. Нужно сделать так, чтобы хотя бы за 3 месяца до соревнований, то есть ты должен сделать, чтобы травм практически не было. И если начинает что-то болеть, то нужно срочно это избавлять нагрузки и лечить, потому что время у тебя пока что есть. Если ты будешь с травмами идти, то ты до соревнований можешь просто и не дойти. Поэтому... А травмы не будут никуда не делаться. Ну и последнее, давай потихонечку заканчивать. Хотите без травм, занимайтесь просто физкультурой. Это здоровье. Последнее вопрос, что когда после того, как ты баллотировался в депутаты, потом стал начальником управления физкультуры и спорта в городе своем, и следующее звание тебе обещают назначить тебя губернатором одного из островов Курильской гряды. Губернатором? Ну, я на самом деле не отказался. Не, на самом деле... Слушай, я знаю, ты рыбак, ты рассказывал недавно какие-то фантастические вещи, какая у вас там рыбалка происходит на Сахалине. Рекорд рыбы, сколько максимально ты ловил? Рекорд рыбы? Да. По количеству. Рыбнадзор не пишет нас? По количеству. По количеству. Ну, я ловил по лицензиям, то есть горбушу. То есть мы покупали лицензию на 100 с чем-то хвостов. Сколько ты ловил? Поймали мы 120 или 130 с чем-то хвостов. 130, да? Ты лично, тебе сколько досталось хвостов? Я не знаю, сколько хвостов, я знаю, что я просто, мы резали, чистили, солили, я сразу привез просто чисто тушки, мясо.
Ну, а такая примерно какая была? Ну, Вот такая ну, в горбуша. смысле тушка, это имеется без хвостов. Я без- понял, да. Именно, ну, горбуши, они вот такие бывают. Вот такие, вот такие бывают, такие всякие разные. И вот ты 130 рыб таких поймал. Ну, мы троем были, мы поймали. Грубо говоря, 40 с лишним. Ну, это примерно рыб. ориентировочно, примерно около 300 килограмм. 300 килограмм рыбы. Да, 300 килограмм. 300 килограмм рыбы. И вот мы приехали.